Кронштейн Братик LDT66C01. Это кронштейн на один монитор, вот такого вот образца. И я решил его снять после того, как мне начали писать. Я сделал обзор на такой же кронштейн, только двухмониторный. А мне говорят, надо полегче, на один монитор и подешевле. Пожалуйста. 735 гривен, вот такой вот кронштейн на один монитор до 9 килограмм, от 17 до 32 дюймов, с возможностью, смотрите, вот смотрите только, поворотов сюда 90, 90, теперь 45, 45, можно вот так вот делать, и это еще не все. Сейчас, подождите, вы думаете, что это все? Нет. Вы взяли, отпустили чуть-чуть, это более стационарный кронштейн, отпустили чуть-чуть, вот так вот раз, изменили и затянули. Все. Какую хотите высоту, как хотите регулируете, как хотите ставите. У нас универсальное крепление веса 75 на 75, 100 на 100. С кабель менеджментом, пожалуйста, регулируется по высоте и креплением на башмак. На башмак либо можно засверлить в стол, либо если у вас там уже есть отверстие, можно туда сделать. Ребята, кронштейн за свои 735 гривен это просто идеальная штука. 735 гривен, на секундочку, найдите мне кронштейн такого вот момента и такого вот, скажем так, не крепости, а надежности. Вот, все никак не мог подобрать слово красиво. В общем-то, мы сейчас пойдем его распакуем, я тут уже накрутил его, распакуем, посмотрим, сколько он стоит, соберем и, конечно же, потом уже сделаем выводы. А почитаем про него? Ну, конечно, почитаем, посмотрим, сколько стоит, где ссылки, есть ссылки, конечно, там в описании под видео. А вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Все, переходим. Ну вот он красавчик. Смотрите, после обзора моего на две штуки, этот, конечно, проще на одну, но он меньше и конкретно дешевле. LDT66C01, 17-32 дюйма, от 17 до 32 до 9 килограмм. Пожалуйста, смотрите, с вот таким вот весосовместимыми интерфейсами 75 на 100, 75 на 75, 100 на 100, поворотный механизм вперед-назад плюс 45, минус 45, 90 плюс-минус 90 это у нас поворот и разворот 100, минус 180 и плюс 180, конечно же с кабель менеджментом и высотой у нас до 407 миллиметров. Так, открываем. Инструкция, как всегда, самая полная, с самыми полными комплектами всего, что нам необходимо. Видите, винтики, то есть вы достали и вам ничего не нужно для того, чтобы его собрать. Вам не нужны инструменты, здесь есть все шестиграннички. Вот смотрите, винтики есть. Дальше, вот поехали. Кабель менеджмент, крепление кабель менеджмента плюс шестигранники, плюс основные винты крепления. Есть. Теперь сам по себе держатель монитора, вот он лежит. Труба, вы посмотрите на качество трубы, вы посмотрите на толщину металла. То есть, если посмотреть на толщину металла, можно понять, что эта штука, ух ты, слушайте, как конкретно, то эта штука вообще, она хрен развалится когда-нибудь. Смотрите, дальше. Держатель, посмотри толщина металла. Смотри, толщина металла. Само по себе крепление монитора и, конечно же, пятка. Посмотрите на толщину вот этих вот этого металла, это пятка у нас. Ну, слушайте, все, в принципе, тут больше ничего нету, а нам ничего и не надо. Мы просто берем все и собираем сейчас. Все, идем монтировать? Да! Да, давай, пошли. Так. Кронштейн Братик LDT66C01 от 17 до 32 дюймов. Он стоит, ну, вообще просто топ деньги. 659 гривен в Украине. Ссылка в описании под видео. Потому что за эти деньги, ну, действительно, это получается бескомпромиссный вариант. В том плане, что у меня есть такой двойной кронштейн. Я уже делал обзор когда-то на два монитора один над одним. Это фактически у нас аналог. Я вам сразу скажу, что он с кабель менеджментом. Вот сзади вы можете вот увидеть, видите, вот эта прищепка, ну вы ее уже видели на распаковке. И смотрим, диагональ от 17 до 32, вес не указывает, ну здесь до 9 килограмм на один монитор, ну, хотя в принципе я вам скажу, я не знаю там ограничения на такой кронштейн, потому что у меня такой же толщины кронштейна 2 держит, не знаю. Но до 9 килограмм, я вот сразу говорю. Наклон минус плюс минус 45 градусов, поворот до 90 и разворот 180, 407 миллиметров высота стойки, веса 75 на 75 и 100 на 100. Ну, видим 17
до 32 дюймов. Все, здесь больше ничего у нас такого нет. Да. Все, ребят, короче, я думаю, что нужно нам идти ее собирать. А вообще я вам скажу, представляете, если у вас веса, допустим, несовместимы вот эти вот, да, у вас какой-то нестандартный монитор, то можно же использовать адаптер вот такой вот, видите, ADPU-1, iTech 13-27 дюймов за 479 гривен, и он крепится к стандартным веса 75 на 75 и 100 на 100, и в принципе можно прикрепить к любому монитору. Он универсальный, но от 13 до 27 дюймов выдерживает тоже 8 килограмм. На него вообще огромное количество позитивных отзывов, 65 отзывов, можете пойти по ссылке посмотреть. В общем, перешли с вами уже вас замонтируем и потестируем немножко. Ну что, получили конечный результат, да? А я вам сейчас покажу одну вещь. Вот эта вот столешница, вот этот монтажный стол, вот мы в процессе монтажа, я вам скажу, я все-таки решил его проверить на крепкость, на надежность. И вот этот монтажный стол нам делали на заказ. Вес его порядка 70-80 килограмм, его заносили, не один человек заносил, нам тут собирали его. Смотрите, ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть этот кронштейн, он просто, ну вы видели, из какого он металла сделан. Это просто невероятная штука. Где же используют такие кронштейны? Я вам рассказываю. Системы видеомонтажа. Система видеомонтажа я, например, монтирую, но у меня двухмониторный, у меня стоит два монитора, здесь монитор, там, допустим, эффектов, там монитор таймлайн или предпросмотра. Это хорошо, это имеется в виду домашнее использование, да, в домашнем использовании это самое широкое его использование, на маленьких столах для организации рабочего места, это все классно, но я, честно говоря, такие вот конкретно братики видел на АЗС, когда ставят мониторы рекламные, потому что его можно разместить, допустим, да, там, я его опустил, да, ну уже ладно. Его можно поставить в любом формате. На АЗС, на островках, где продают мобильные аксессуары. Теперь системы видеонаблюдения. Очень удобно, можно такой монитор поставил, один, второй, третий, вот так вот, знаете, ставят и здесь пульты. Очень удобно. Очень удобно при ограниченном пространстве, обычно как в пультовых, там, ну, действительно ограниченное пространство. Поэтому универсальность этого братика, она очень велика, очень велика. Мы, конечно же, рекомендуем ссылки в описании под видео, но тут есть еще один вопрос. Дело в том, что не все мониторы имеют стандартное крепление веса 75 на 75 и 100 на 100. Как мы уже с вами читали, вот такой вот iTech Mount ADPU-1. Это универсальное крепление, оно продается отдельно, ссылка в описании под видео. Я вот на этом, в принципе, с вами расстаюсь по этому кронштейну. А сейчас я вам поставлю вставку, где мы крепим к другому кронштейну вот такую вот штуку, и вы сразу все поймете. Так что, ребят, рекомендации есть, до скорых встреч. Это iTech Mount, это переходник. Он рассчитан на мониторы 13 до 27 дюймов. Этот вот адаптер, который позволяет просто-напросто, здесь есть тоже все крепления. Здесь есть вот такие вот переходники практически под любой монитор закрепить наружным захватом. Он покупается отдельно, в комплект ни в коем случае не входит. Ну и вот что у нас в результате получилось. Смотрите, в данном случае, вот, пожалуйста, крепление. На стандартное веса крепится просто-напросто натяжители, при том, что, видите, здесь не совпадает порт HDMI. Для этого и есть вот эти вот варианты крепления, например, здесь так сместить, здесь так сместить, здесь так можно, здесь так можно. То есть вы можете его кастомизировать, как вам будет угодно. При том, что вот именно под нижнюю толщину, да, монитора, под любую толщину монитора у нас есть дополнительно разной длины винты. Пожалуйста, сделали, толще надо, толще, тоньше, тоньше. У меня здесь все так совпадает. Я понимаю, что здесь у меня закрытый HDMI, я просто-напросто его совмещу потом туда. Да, могу это переделать на два крепления. Видите, у нас здесь на второе крепление, вот давай, так будет виднее. Здесь на два прикреплено, даже там, где нет конкретных отверстий, он может провисать эти штуки на двоих. Вот затянули, и все отлично работает. Потому что вы можете свободно на каком-то кронштейне оперировать им все, там, наклонять его, смотрите. То есть у вас есть свобода действия, ну, конечно, кроме 360 поворота. То есть здесь это уже реализовать будет достаточно тяжело. Ну что, я рекомендую и дополнительно вот такой вот адаптер, если вам нужен. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.